Его карьерный взлет больше напоминает прыжок в космос. Но какие мечты могли одолевать юношу-эмигранта, лишь недавно переехавшего из Палестины в Канаду? Конечно, хотелось поскорее слезть с родительской шеи и начать зарабатывать самому. У него получилось куда больше. Даже образцовым выпускникам университета МcGill нелегко давалось применение вузовских знаний на практике. А тут вместо банальной дипломной работы готовый проект здания с кардинально новым взглядом на то, в каком доме может и должен жить современный человек. Хабитат-67 стал открытием всемирной выставки в Монреале. Объемные монолитные блоки из бетона, образующие прихотливую вязь жилых пространств, многим казались слишком смелым инженерным решением. Еще больше вопросов было к автору идеи. Моше Сафди не имел даже послужного списка, да и откуда ему взяться в 29 лет? В таком возрасте архитектурная среда благосклонна, если ты учишься, пробуешь или безропотно внемлешь идеям старших. Но новаторские идеи из уст человека, который едва оторвался от конспектов, всем казалось, что это слишком. Говорят, идею своего революционного проекта он почерпнул из бразильских фавел, трущоб городской бедноты в мегаполисах Бразилии. Но в этих плоских крышах, в этих террасах, садах, да и во всем искусственном хаосе композиции вольно или невольно проглядывает и его историческая родина – Ближний Восток. В остальном, конечно, Сафди ориентировался на западный мегаполис с его перенаселенностью, недостатком свободных площадей, жаждой хоть немного урвать чистого неба и живой листвы. По нынешним временам это уже тренд, но тогда единственной приемлемой формой для массового жилья была башня. Сложно представить, каких сил стоило архитектору убедить коллег в том, что это не просто экологично и гуманно. Видеть солнце со всех сторон, иметь маленький садик под окном, но и выгодно. Ведь есть бетон, благодаря которому можно делать любые формы в любых количествах. Надо только наладить серийное производство. Благодаря ему такие кубики могли очень быстро принести прибыль. Поэтому Сафди сразу планировал 1000 квартир. Разрешили 158. На дворе 60-е, за окном Монреаль, на лице организатора в Экспо-67 неловкая улыбка. У нас хоть и всемирная, но всего лишь выставка. Они так поверили не столько молодому задору, сколько твердой хватке и опыту наставника, Луиса Кана. У него в США начинающий зодчий стажировался, и его поддержкой заручился. Мечта Сафди поставить на поток типовое комфортное жилье так и осталась мечтой. А новостройка, рожденная для массового спроса, превратилась в стильную игрушку для успешных и богатых. Из окон жилого комплекса «Хабитат» открывается прекрасный вид на волны и водную гладь Флёв-Сен-Лоран, реки Святого Лаврентия. За него и за возможность жить в легендарном доме некоторые жители провинции Квебек готовы платить от $1 миллиона и выше. Несомненная заслуга проекта в том, что город получил достопримечательность. На фоне сооружения охотно фотографируются туристы, а некоторые только ради этого и едут в Монреаль. Что до выставки, то благодаря проекту «Хабитат-67» они сегодня еще вспоминают. Не каждое, даже глобальное мероприятие может похвастаться таким наследием. Какое-то время муниципальные власти лишь осторожно наблюдали за объектом. Были опасения, что бетон 50-х годов начнет разрушаться и постепенно похоронит многоэтажную махину. Но потом даже чиновники поняли, лучше присвоить сооружению статус памятника архитектуры и потратиться на хороший ремонт. Словом, Хабитат жив и готов ставить рекорды долголетия. Сам архитектор все эти годы тоже не почивал на лаврах. После успеха Экспо-67 на него буквально обрушилась лавина заказов и предложений. Со временем имя Сафди стало таким же брендом, как Норман Фостер или Заха Хадид. Интерес к его идеям до сих пор не утихает. Особенно они востребованы городами Китая и другими быстро развивающимися территориями. Там по-своему переосмысливают принцип хабитата. Модульные хаотичные конструкции в сторону, а вот объемные террасы или ступенчатые башни охотно используются.